Дорогие друзья, хотите попробовать что-то новенькое к зиме? Закатайте огурцы в томатном соке. Я его купила, и все равно получается очень вкусно. Но если у вас есть свои помидоры, сделайте томатный сок сами. Будет обалденно. Сам рассол необыкновенный. Попробуйте. Всем привет, дорогие друзья! Хочу посоветовать вам рецепт отличных огурчиков на зиму в томатном соке. Все делайте так же, как обычно. Вот здесь у меня пустая баночка со специями. Я положила самые обычные специи, которые кладу всегда в огурцы. Это хрен, лавровый лист, укроп, острый перец, чеснок и смесь перцев горошком. Можете добавить также гвоздику. И вообще любые специи, какие вы обычно кладете. Кстати, вот про гвоздику хорошая идея. Добавлю по несколько бутончиков гвоздики. Слишком много высыпалось. Вот так, укладываю огурцы, как обычно. Вот на эту баночку у меня не хватило огурцов, помидор не помещается. Но сейчас я залью горячим томатным соком, и у меня, надеюсь, что он осядет. Ничего особого делать не нужно. Если у вас есть свои собственные помидоры, просто прокрутите их через мясорубку или отожмите сок, как хотите. У меня столько помидоров нет в этом году, поэтому я взяла покупной томатный сок. Сейчас я его вскипячу и залью горячим соком помидоры, как обычно. Потом сделаю рассол и все дела. Также можно залить сразу горячим рассолом и потом эти огурчики постерилизовать, как хотите. Ну вот, друзья, томатный сок. Сейчас я его вскипячу и залью вот сюда в баночки. Сок закипел и заливаю прямо соком кипящим. Кстати, похожий рецепт я делала в прошлом году. И очень нам понравились эти огурчики. Рецепт взяла на канале Валентины, ассорти с Валентиной. Оставлю вам ссылочку, девочки, посмотрите. Немножко другой рецепт, но похоже, тоже огурчики в томатном соусе. Очень-очень классные, нам очень понравились, поэтому я решила вот в этом году тоже сделать похожие, скажем так. Немножко не хватило, но у меня есть еще сок. Так, все, последний сок. Я думаю, что хватит, даже еще останется. Вот так. Сейчас. Ой. Сейчас помидорчики осядут, и я потом придавлю немножечко. Все, минут. Как обычно. Дальше все, друзья, как обычно. Минут 7-10 постояли огурчики. Потом готовим рассол и заливаем уже рассолом. Кстати, друзья, всегда добавляю в огурцы алкоголь. Чаще всего это водка, но вот сейчас у меня есть вот такой виски соленый, именно для готовки. Вот, поэтому добавляю вот такой виски. А вообще-то добавляю водку или немножечко спирта. В общем, короче, что есть, да? От этого огурчики становятся хрустящие, очень вкусные. Я и в малосольные добавляю. Алкоголя нет, он выпаривается, он как бы испаряется, остается только привкус. Вот, если про малосольные я говорю. Вот и все, друзья. Сливаю сок обратно в кастрюлю. Хороший густой томатный сок. Девчонки, если приготовить вот такой хороший, знаете, рассол вкусный, да, то его потом можно прям сам рассол пить. Он такой вкусный получается. В этот раз будет еще вкуснее, потому что в этот раз у меня больше специй в рассоле. Ну, в соке я имею в виду. Так, вот так, друзья. Здесь у меня ровно 2 литра сока. На каждый литр рассола я всегда кладу 2 столовые ложки, вот так, без горки соли. Вот так вот, видите? И 1 столовую ложку сахара. Ну, это я так кладу. Можете сахара добавить чуть побольше. Я думаю, что я добавлю, наверное, немножечко чуть больше сахара, потому что так получится вкусный вот именно сок. Добавлю 2 и 2 ложечки. 2 ложки соли, 2 ложки сахара.
Осталось только вскипятить и залить помидоры. И закрыть. Возвращаюсь позже. Рассол у меня закипает, а я пока налью в банке 1 столовую ложечку алкоголя. Я добавляю 2 столовые ложки уксуса 9%. У меня 20%, поэтому добавляю только 1. Считайте, пополам. Да? Вот и все, друзья. Осталось только залить рассолом. И все дела. Сейчас мы помидорчик тоже утопим. Так, закрою, чтобы... Это еще можно добавить. Прям капельку. Да. Вот. Чуть-чуть совсем пролилось, ничего страшного. Вот так. Вот и все дела, друзья. Плотненько закрываем. И хорошенечко укутываю до полного остывания. Рассол тот, что остался, еще пригодится. Завтра наберу на литровую баночку и еще закатаю. Ну вот, друзья, получаются вот такие обалденнейшие помидоры и огурцы в томатном соке. Вот сам этот рассол получается очень-очень вкусным. Попробуйте. Я думаю, что вот этот рецепт станет одним из ваших любимых. Всем пока!